Вы молоды, и вам хочется прожить жизнь не так, как ваши родители и ваше окружение. Вы хотите добиться каких-то высот, вы хотите прожить жизнь интересно. Вы не хотите погрязнуть в рутине и быте. А может быть, вы уже и не так молоды, но ваша жизнь вас не устраивает. Вы уже имеете то, чего так не хотели в юности. Вы хотите изменить себя, вы хотите изменить мир вокруг вас. Как этого добиться? Как превратить свою жизнь в один грандиозный проект? Если я вам скажу, что мы живем такую жизнь, какую сами себе позволяем, то это будет правдой. Но правдой какой-то туманной, непонятной, красиво сказанной, но бесполезной. Допустим, что вы мне поверили и прониклись этой фразой. Вы решили, что с сегодняшнего дня позволите себе все самое лучшее. Ваше вдохновение долго не продержится. Сколько раз вы, уже начитавшись мотивационных книжек, насмотревшись мотивационных роликов, наслушавшись успешных людей, пытались все изменить. Пока вы молоды, вы верите, что еще все впереди. Если вы опытный реалист, то вы со скепсисом смотрите на всех этих учителей, продающих счастье. Вы правы. Но и учителя правы. Дело в том, что они делятся своим опытом, делающим их счастливыми и успешными. А вам это абсолютно не подходит. Вот люди и мечутся от одного рецепта к другому, пока не набредут на тот, что им помогает. И тогда они начинают рекламировать этот метод как панацею. Большинство же не находят своего пути и постепенно утопают в быту, рутине, забывая о своих мечтах и целях. Можно ли эту ситуацию изменить? Можно ли дать универсальный рецепт? Рецепт нельзя. А универсальную формулу, в которую каждый может поставить свои данные и получить индивидуальный результат, идеальный только для вас, можно. Это канал «Аппаратная психотерапия», аудиокатарсис. И я ее автор и ведущий, доктор Родион Кузнецов. Вот уже четверть века я занимаюсь проблемой математической модели нервной системы. И на этом канале я знакомлю вас с практическим применением этой модели. Как, зная принципы работы нервной системы, вы можете изменить свою жизнь, превратить ее в один грандиозный проект, делающий вас счастливым. Мы мотивированы на достижение успеха тогда, когда он делает нас счастливым. И плевать мы хотели на самые высокие цели и идеалы, если они не приносят нам радости. Можно говорить о долге, чести, совести, морали, но все эти слова и понятия – пустая болтовня, если они не находят отклика в вашей душе, если они не делают лично вас счастливым. Вроде бы психология существует как наука больше столетия. Как попытки использовать поведение ближнего себе во благо столько, сколько существует жизнь. А понимание, как быть, как стать свободным, счастливым, успешным, не существует. Давайте я попробую дать вам научное обоснование того, что счастье, успех, энергичность, уверенность в себе – это физиологично, это нормально. А все остальные эмоции и поведение – признак нездорового организма. Что мы научились использовать страхи, но они приносят только вред. Что многие эмоции, делая вас на время счастливыми, выжигают вас, приводят к опустошению. Дело в том, что наше поведение обусловлено работой нервной системы. А по нервам не текут ни успех, ни неудача, ни воля, ни унижение. По нервным волокнам протекает только электрический ток, который принято называть нервными импульсами. И любое наше поведение обусловлено мощностью и направлением этого электрического потока. Наша нервная система – это система электрическая. И единственной реальной опасностью для нее является обесточивание. Чем больше электроэнергии поступает в центральную нервную систему, тем больше процессов она может производить и контролировать в единицу времени. Тем более энергичным и счастливым мы себя чувствуем. Ну, энергичным вроде бы понятно, логично. А при чем здесь счастливым? Эмоции – это индикатор количества электрического тока, поступающего в наш мозг. Если энергии поступает много, мы счастливы и работоспособны. Если мы испытываем колоссальный дефицит электроэнергии, то мы находимся в глубокой депрессии со всеми вытекающими последствиями. Но почему энергии может быть мало? Единственным генератором электрической энергии в нашем организме являются рецепторы. Они способны преобразовывать в электрический сигнал все виды энергии, окружающие их. Источник энергии всего два – внешний и внутренний. Энергия окружающего мира – это Солнца, Земли, воды, воздуха. Энергия изменения физико-химического состояния нашего организма. Выраженное изменение состояния нашего организма мы воспринимаем как дискомфорт физический или даже боль. Для работы нервной системы мы пользуемся либо энергией Вселенной,
либо энергией боли, пряник и кнут. Эти источники неравноценны. Энергию окружающего мира мы просто берем. Для изменения же состояния нашего организма нужно приложить энергию. Чтобы воспользоваться аккумулятором, его нужно заряжать. А на зарядку любого аккумулятора энергии тратится гораздо больше, чем он способен выдать. Поэтому, чем больше и чаще мы пользуемся энергией боли, тем больший дефицит энергии испытывает наша нервная система. Исходно мы пользуемся энергией внешнего мира, но формирующиеся в результате перенесенных болезней и травм новые нервные пути имеют большее электрическое сопротивление. Это ведет к снижению электрического потока в мозг, и мы вынуждены начинаем использовать энергию боли. Использование этой энергии ведет к еще большему дефициту энергии. Проблемы нарастают, как снежный ком. Каким образом все вышесказанное относится к теме ролика? Самым непосредственно. Теперь вы сможете понимать себя и свое поведение. Как добиться успеха? Я расскажу вам два способа. Первый потребует от вас приложения усилий, но добиться результата можно достаточно быстро, хотя не дает гарантии в продолжительности эффекта. Второй путь гораздо дольше, но от вас не потребуется никакого участия, и результат остается навсегда. Начали. Первый способ. Сначала нужно определиться с целями. Вас это удивит, но абсолютное большинство людей понятия не имеют, чего они хотят. Запишите все свои желания, все до единого. Не стесняйтесь в своих фантазиях. Не ограничивайте себя ничем. После этого прочитайте написанное и ответьте на один вопрос по каждому желанию. Буду ли я счастлив, если прямо сейчас получу желаемое? Буду ли я счастлив сейчас, завтра, через год, через 10 лет? Только уверенное, безусловное «да» считается правильным ответом. Если же вы сомневаетесь или отвечаете «нет», то безжалостно вычеркиваете эту строчку. Это не ваше желание. Оно навязано вам окружающими. Вы не получаете сейчас и не получите в дальнейшем от этого удовольствия. Для достижения этой цели вы будете использовать энергию боли, которая приводит вас к истощению, а вашу нервную систему к обесточиванию. Поэтому вы не будете стремиться к достижению этой цели. У вас банально не будет для этого сил. И чем дальше, тем больше дефицит энергии вы получите. Из всего вашего списка может остаться одна-две строчки. Поверьте, это хороший результат. У кого-то не будет даже этого. Для начала уберите из вашей жизни хотя бы то, что делает вас несчастным, забирает у вас энергию. Этого, конечно, мало, но лучше с чего-то начинать. Вы нашли свою цель. Прекрасно. Может быть, вы всегда ее знали, но этого мало. Мечтать и получить что-то не одно и то же. Приступаем ко второму этапу. Распишите досконально, как вы будете достигать этой цели. Распишите максимально подробно, не спешите. Можете воспользоваться справочной информацией, мнением экспертов. Вы можете потратить на этот этап некоторое время. Оно того стоит. После того, как вы построили весь алгоритм достижения цели, ответьте на тот же самый вопрос. По каждому шагу. Если я буду делать это каждый день, то сделает ли это меня счастливым? Это очень важный этап. Может быть, вы это знаете. Может быть, для вас это будет откровением. Но все неудачные попытки добиться желаемого обусловлены именно этим этапом. Поражением на этом этапе. Вам изо дня в день приходится делать то, что отнимает у вас энергию, обесточивает вашу нервную систему. Как только дефицит энергии превысит определенный предел, вы вновь забросите свою мечту на антресоли. Поэтому жизненно необходимо убирать все шаги, не приносящие вам удовольствия. Делегируйте их кому-то другому, замените их на другие, приводящие к тому же результату, но наполняющие вас радостью. Как определить, правильно ли вы поставили свою цель и создали алгоритм ее достижения? Это очень просто. Каждый раз, когда вы будете думать о своей цели, ваше настроение будет существенно улучшаться. Вы будете испытывать счастье. И как только выстроится правильный алгоритм, вы почувствуете прилив энергии и хорошее настроение. Вам захочется заняться этим не с понедельника, а прямо сейчас. Каждый раз, просто подумав об этом, вы будете наполняться энергией и радостью. После того, как вы начнете притворять в жизнь задуманное, вы будете вынуждены несколько раз переделать свой алгоритм. Потому что там все равно проявятся шаги, которые вы сразу не распознали за общей эйфорией, но которые приведут обязательно, чуть медленнее, но обязательно к дефициту энергии. Если проще,
Каждый раз, когда вы почувствуете, что запал начал иссякать, ищите шаги алгоритма, которые вам делать не хочется. И переделывайте алгоритм. Если вы выработаете у себя привычку быть всегда счастливым, то ваша жизнь кардинально изменится. А что делать людям, у которых нет сил даже на поиск цели? Тем, у которых каждая строчка была вычеркнута, которым ничего в жизни не приносят удовольствия. Существует второй способ, о котором я упомянул. Способ, не требующий от вас никаких усилий, никакого участия. Это метод аппаратной психотерапии аудиокатарсис. Все, что от вас требуется, это просто надеть наушники. Все остальное аппаратная психотерапия сделает сама. Этот физиотерапевтический метод исходно создавался для восстановления нормальной проводимости нервных путей за счет уменьшения их электрического сопротивления. Это ведет к увеличению энергообмена в нервной системе. Нужда в боли, как в источнике энергии, пропадает. Дефицит энергии исчезает. Вы наполняетесь энергией. И дальше можно переходить на первый способ достижения успеха. Сеанс альтернативной психотерапии достаточно прост. Вы надеваете наушники и продолжаете заниматься своими делами. Через некоторое время вы заметите, что ваша работоспособность увеличилась. Потом за этим потянется и улучшение настроения. Чтобы вы могли составить свое мнение о методе, первые 5 суток после регистрации на сайте вам даются бесплатно. Во время сеанса вы можете испытывать физический и психологический дискомфорт, который вы часто испытываете. Наши эмоции – это индикатор количества нервных импульсов, электрических сигналов, получаемых мозгом. Во время сеанса ваше настроение будет изменяться, возрастая по шкале тонов. Если вы зайдете на сайт, то вы увидите, что такое шкала тонов. Около 95% людей живут на уровне депрессии. Поэтому первое время вы будете испытывать негативные эмоции ярче, чем те, что вы испытывали до сеанса. У вас появится ощущение, что вам стало хуже, что у вас появилась сильная тревога или раздражительность. Но если вы посмотрите на ту же самую шкалу тонов на сайте, то увидите, что это проявление положительной динамики для вас. Если вы находитесь в глубокой апатии, то пройти путь до радости вы не сможете, не побывав в страхе, беспокойстве, тревоге, гневе, ярости. Вам будет казаться, что вам стало хуже, ведь вы просто были апатичны, а стали испытывать страхи, тревожность. На самом деле это положительная динамика. При том, что вы стали испытывать ярко выраженные негативные эмоции. Не нужно хвататься за транквилизаторы или антидепрессанты. Они только удлинят вашу терапию. Путь до счастья у разных людей может отличаться скоростью прохождения негативных эмоций, но не направлением этого движения. То же самое будет происходить при лечении болевых ощущений. Боль будет долгое время менять локализацию и выраженность. Вам будет казаться, что ничего не происходит. Боль сохраняется. Найдите способ зафиксировать локализацию болевого ощущения. Так просто нарисуйте точку. Сравните ее с локализацией через 5-6 часов сеансов. Она будет в другом месте. Отсутствием улучшения будет только полное отсутствие изменений в вашем состоянии. Не пытайтесь оперировать понятиями лучше, хуже. До тех пор, пока есть изменения, терапия идет благоприятно. Обращайте внимание на свою работоспособность и энергичность. Это единственный параметр, на который стоит ориентироваться первое время. После сеанса они должны увеличиваться. Примерно определите уровень эмоций, которые вы испытываете чаще всего по шкале тонов. Это поможет вам узнать, какие эмоции вы будете испытывать при продолжении курса. Вы обязательно пройдете по каждому следующему за вашим уровнем эмоций. Постепенно ваши эмоции и настроение будут улучшаться. Скорость изменений зависит от того, на каком уровне эмоций вы были изначально. К концу сеанса дискомфорт уменьшится. Таким образом, проходя курсы аппаратной психотерапии, вы полностью избавляетесь от ваших проблем. Более подробно о шкале тонов и механизме действия физиотерапевтического метода аппаратной психотерапии аудиокатарсис вы можете узнать на сайте или прочитав книгу «Медицина, которой нет». Ссылки в описании. Там же на сайте вы можете пройти и полный, и ознакомительный бесплатные 5-дневные курсы. Будьте здоровы и счастливы. Пусть ваша жизнь превратится в один грандиозный, нескончаемый, успешный проект.